Сегодня делаем сибирский бисмарк. Расчеты на эту и другие виды цепей можно найти в приложении. Ссылка и инструкция в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для цепи понадобятся разнонаправленные спирали коэффициентом 3,1. Размер бегунка, так же как и для обычного бисмарка, равен половине диаметра ригеля. Каждую спираль нарезаю на части по 2 с четвертью витка. Вначале собираю звено из спиралей правой навивки. Собранное звено закрываю для удобства последующей сборки. Затем из спиралей левой навивки формирую второе звено. Получились два звена, которые располагаются друг по отношению к другу под углом в 90 градусов. Второе звено также закрываю и продолжаю сборку, чередуя звенья с правой и левой навивкой. Так выглядит полотно после сборки. Переходим к пайке. Пайку, как всегда, произвожу восстановительным пламенем с использованием универсального флюса от магазина Инструмент 585 РФ. Ссылка на сайт продавца в описании к видео. Мне удобно, когда место пайки достаточно массивное. Тогда при опиливании быстро формируется гладкая поверхность и приходится меньше работать с напильником. После пайки я подрезаю все выступающие усики.
Подрезку делаю над витком. После подрезки полотно цепи выглядит вот так. Теперь пришло время второго этапа пайки. Нужно припаять подрезанные усики. После пайки натягиваю цепь между ригелей и поворотами вправо и влево примерно на 90 градусов добиваюсь того, чтобы во всех звеньях соприкоснулись витки. Для следующей операции понадобится крупнокалиберная фильера. Протягиваю цепь в фильере, пока она не удлинится в 1,14 раза. Для крупных цепей можно использовать предварительную прокатку в ручьях вальцов. Следующая операция – опиливание. Натянутую цепь перекатываю по приспособлению вправо и влево, а напильником формирую круглое сечение полотна. Сибирский бисмарк обычно запиливается в круг или в квадрат. Бормашинкой делаю плавный переход от поверхности запила до витка, придавая цепи более завершенный и эстетический вид. Как всегда, для цепи остаются лишь отделочные операции. А на этом я с вами прощаюсь, благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.